Ну что, друзья, всем привет, с вами Миша Выплюшка, и это канал бывшего осужденного. Продолжаем смотреть серию выпусков о тюрьме, называется она «Наказание. Тюрьма вчера и сегодня». Это передача начала 90-х, которая шла по НТВ и рассказывала о разных колониях. Специфика еще такая у этой передачи. В ней рассказывается о далеком прошлом, как там каторга, ГУЛАГ, Беломор-канал, там еще там что-то такое, Колыма, и приводится время, ну, не то, что сейчас, конечно, там, да, там 2020-е года, и даже не 10-е, это передача приблизительно года, наверное, 2005-го, я еще не посмотрел, какого года, но я обязательно узнаю, но я думаю, середина нулевых. Рассказывается именно вот о конце 90-х и начале нулевых про колонии. В общем, вот такое вот сравнение идет. Вот. И я, как человек, который ведет канал по данной тематике, который сам отбыл 12 лет в местах лишения свободы, чем я ни в коем случае не горжусь, здесь я просто рассказываю свой опыт и даю анализ всяким действиям людей, которые происходят в нашем мире, там, будь то Эдвард Билл, либо Хованский, либо еще кто-то. Вот, и снимаю реакции вот на подобные передачи. Если кто-то, эта информация для тех, кто, если вдруг случайно забрел ко мне на канал, перед просмотром прошу вас поставить палец вверх, подписаться на канал и написать свой комментарий обязательно по поводу увиденного. Вот. Это вторая серия. Мы приступаем к просмотру. Ссылки на мой ВК, Инстаграм, ТикТок и второй канал в описании. Погнали. Играли в карты. Так, опять эта заставка, давай. На Если жопу тебя и на козлом прочее. обзовут, скажи сам, козел. Но если тебя коммунягой обзовут, надо лезть в морду. Если двинул фуфло, он уже опущенный. В следующий раз я эту заставочку пропущу обязательно. Здесь никаких понятий нет. Если, как говорится, идти к Здесь, пуле кстати, под будет и своими про ногами, женскую аж колонию. притащили. Ну, Обоссанный матрас. не обязательно в этом выпуске. Хорошие люди. И про маньяков, и про пожизненников, и про малолеток, и про женское, и, короче, про всех. Мама в красном платье пришла на свидание. Нельзя идти. Про ментовский зов, наверное, тоже. Я же расту. И очень много кошмаров, ребят. Поэтому ни в коем случае не совершайте преступления, чтобы не оказаться в тех местах. Слушайте меня, мотайте на ус и не занимайтесь фигней. На свиданку, Сегодня здесь на проедешь сотни свиданку. километров и не встретишь ни одного человека. Да, А где 60-70 это? лет назад жизнь еще как кипела. Эти края – особая страница в истории нашей системы наказаний. Такого не было ни в одной стране мира. Чё это? Здесь не было обкомов, правкомов, А, райкомов. Колыма, То есть точно. они, конечно, были, но чисто Кирюха, формально. здорово. Здесь была только одна власть. И это была власть НКВД. Эти О. края известны всему миру по названию местной реки. Название это Колыма. Седьмая будете у нас часть на территории Колыме. Советского Союза, представляете? И на этом гигантском пространстве была одна сверхсекретная гигантская же структура, которая называлась Дальстрой. Сам товарищ Сталин Дальстрой называл предприятием особого типа. Особого, потому что поначалу здесь почти не было вольно-наемных рабочих. О, как. Какие Почва года-то здесь хоть? крепко схвачена глубоким слоем вечной мерзлоты. Капец. Здрасте. Строительство дороги было Вот раньше в натуре жестоким сидели. сражением с природой. Тот, что работал в стационаре, А, вот этого чувака в себе прошлый раз нажил, показывали. таская мертвых. Сегодня в Колыме. Что тут? Ой, Так всё сегодня прекрасно. выглядит Магадан. Город в 30-е годы, Запорошенный построенный рай. руками ЗК на пустом месте, как и все здесь вокруг. Прикиньте. Прямо от моря начинается печально известная, мощенная костями зэков Колымская трасса. Почти 2000 километров. Каково там жить Бухта людям? Нагаева. Здесь для сотен тысяч ЗК начиналась Колыма. Сюда из Владивостока или Находки их несколько суток везли морем, прямо в трюмах грузовых судов. Ужас. Когда подвезли к Джурме, открыли люк. Сначала, во-первых, всех сверху сняли. Там а по потом дороге люк уже открыли. умирало хрен знает а тут сколько. человек 15-20, даже, может, больше, не знаю сколько. Уже мертвецов Во, вынесли. видите? Задохнулись люди. По дороге уже не все доезжали. Вот. Это вот первое. После этого приехали на Джурму. Жесть.
палуба сразу вниз, 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 самый низ трюма. Как реально наверх, мама родная. 8 нар сделано, 8-этажная. Капец. Ну и, конечно, когда Вот это в началась эта натуре буря, тюрьма была. эти нары расшатались, завалили, а потом это блевотина. Это страшная вещь. Эти прямо от борта к борту, вот, человеческая блевотина. Люди лежат уже недвижимые, они уже выдохлись. Они не едят и не могут есть в такой обстановке. А вот там раз есть. прямо на тебя обратно отходит. Этому человеку 95 лет. Из них 15 он провел на Колыме. Павел Галицкий, статья 58, «Враг народа». Привезен в бухту Нагаева осенью 1938 года. Старичок топнул. Вот раньше все-таки, знаете, что сейчас хочу сказать? Раньше все-таки здоровье-то у людей было побольше, чем у нас. Посмотрите, что ветераны войны прошли какой путь во время войны. Хавали всякую фигню, лягушек, крыс. Такой стресс испытали, и все равно они там, многие живы сейчас до сих пор. Что вот каторжане, вот ему 95 лет, с которых 15 он просидел в таких условиях, которые, наверное, там день за 5 в обычной колонии, которые сейчас у нас вот зоны. Даже зона для пожизненно осужденных, наверное, в разы лучше, чем вот эти условия, которые он повидал. И какое здоровье было у людей. Строительством, разведкой рудных Это что, по ящику месторождений показывали, что ли, для всех? создавалась база золотопромышленной Колымы. Агитационный шедевр 30-х годов. Фильм «Колыма» рассказывает о добровольцах, 30-х радостно годов. добывающих Ага, нужное то есть стране до войны золото в еще. этом суровом краю и о том, как хорошо им тут живется. Кошмар. Как Цель он фильма хорошо проста живется. – привлечь сюда новых рабочих, не очень-то желавших ехать в этот кошмар. В конце фильма авторы случайно Вахта. делают откровенный ляп и прямым текстом говорят, что же это за добровольцы на Колыме. На магистрали Нагаева-Колыма работают заключенные О. северо-восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. И как же они это допустили? Их потом самих туда не отправили. Сегодня на Колыме, как 70 лет назад, главная профессия – старатель. Золото. Работают там местные. столько золота? Заново проходят уже бывшие когда-то в разработке участки. Сейчас тут приличная техника. А раньше У некоторых заключенных деформировались руки под ручку тачки. Охренеть. Вот и одно время они не могли писать даже. Представляете? Писать. Но они Писец. руки огрубили, и Как, контрактура прикинь? шла. Они не разгибались, по сути дела, руки. Вот, и только либо лопату могли брать, либо рукояти тачки. Вот, и дополнительное время требовалось им для того, чтобы опять обучиться писать. Жизнь кончались Вот это самоубийством. Многие Да, конечно. не выдерживали. Кто там выдержит? Тогда были палатки просто, обыкновенные палатки, брезентовые палатки. Зимой, С одной летом. стороны двойные нары, и с другой стороны посередине проход. Капец. В проходе печки. Одна печка и вторая печка. Я как приехал, в чем был, Ну, 15 шапку лет и только просидел. завязал, чтобы меня ее не сощили. Лег и заснул. Проснулся, у меня шапка примерзла к нарам. Вот это в натуре условия. Первое время не было даже огорожено. Стояли 4 вышки бежать по бокам, и некуда. больше ничего. А чего городить-то, так, по сути дела? Куда бежать? Бежать некуда. Бежать некуда. Бежать некуда. Бежать некуда. сегодня тоже с Колымы некуда бежать. Райцентр Ягодное. Здесь было одно из лагерных управлений. Жизнь кипела. А сегодня осталось 5000 жителей. Они не успели уехать, а теперь контейнер только до Магадана стоит 100 000 рублей. Для местных немыслимые деньги. Контейнер. Люди уверены, что и их поселок обречен. А где они там все работают? Это интересно. Что вот они там делают? Они что, все там золото добывают, что ли? Медведи, раньше боявшиеся шума, сегодня снова подходят прямо к трассе. Тишина. Раньше их зэки жрали, да. Какое все-таки у этой разбитой дороги звучное название? Федеральная трасса Колыма. Ужасающая дорога, но если бы ее не было, гигантский край бы задохнулся вообще.
Потому что сегодня Магаданская Смотрит меня область кто-нибудь с живет Колымы, почти ребят? целиком на привозных С Магадана? продуктах. Это раньше Напишите в мясо, комментариях. молоко, яйца, все было свое. Гигантские совхозы. В 500 километрах от Магадана был большой поселок под названием Пищевой. И в нем пищевой комбинат был когда-то. Сегодня от Пищевого остались один дом и 2 жителя. И Баба-Яга в тылу врага. Свет у вас есть? Нету. Олег Монгол. Деревня. Радио? Нету. Самогонка есть. Водопровод я не спрашиваю. Ну, водопровод. Колодец. Нет у нас ничего. Я же говорю, мы. Мы просто жизнь. отбросы уже жизни, ребята. Из-за того, что нет никакой связи, Зое Яковлевне несколько лет назад пришлось ампутировать стопу. Не смогли вовремя вызвать врача. Ничего, привыкла. 8 лет за незаконный аборт. Вот за что можно было попасть О. на Колыму тогда. И что, она Меня попала? ж привезли с собаками, с такими дурами. Ой, ой. Сидела, ребята. А за от что? дурости. Не будем вспоминать. Не будем. Понятно. Сколько вам дали? Зоя. 8. 8 лет. 5,5 отсидела, дочь родила, меня выгнали. На Эльгене дочь родили? Да, 54 вот 8 июля Тогда дочери чё? было 52 года. Там такая Все красавица. бабу с мужиками Она сидели, мечтала что ли? только об одном – выбраться отсюда поскорее. Но Ну а что они живут там? На хозяйство только? Ну, может, пенсия какая-то есть? засосала. И за 60 Сосала? лет без малого она съездила на материк Отсосала. только 2 раза. 1 раз навестить родных, 2 похоронить мать. Меня даже партию уже кандидатом вот надо было мне. Уже вот должны комиссии приехать, чтобы жизнь. я уже стаж у меня. Ну, знаете, я думаю, она вот прожила жизнь после того, что она увидела, ей там кайф был. Вот так вот никого не видеть, чтобы ее никто не трогал. Не надо мне там ни электричества, ни интернетов ваших, ничего, ни тиктоков там. Просто, чтобы меня никто не трогал. Вот, буду я выращивать там и есть свою картошку, не знаю, там какую-нибудь корову, может, заведу, забью, или там, может, муж у него там на рыбалку ходит. И все, и нахрен мне ничего не надо. Лишь бы меня больше не забрали бы обратно. Прошел в партию. Несмотря на то, что я осужденный. В партию осужденных не брали. А для вас сделали исключение? Да. Ну и вот. И надо же такое. Я иду с работы с ночи, где-то в час ночи. У нас фабрика же. Ну, мы работаем по 8 часов. Иду с работы. Живу на 2-м этаже. Выходит одна баба там и говорит: о, кобел идет. Кобел. Что? Я ее за шкирку и со 2-го этажа раз, иди. Жестко. Каблиха. Жесткая тетка. Все, меня сняли с партии. И вот в Тетка этом вату колымском не тупике, катает. 600 километров от Магадана, Зоя Яковлевна живет вместе с Алексеем Антоновичем. А Они чё, больше вместе никого? уже 30 лет, хотя и не расписаны. Ее отправили на Колыму за аборт, а он бежал на Колыму сам от своих жен, не хотел платить алименты. Вот колымская семья. Я Нормально. считаю, что я хозяйка. Поворот не туда. Обижается? Сейчас нет. Я не думал, Сынок, что воспитатель. Этим воспитываете, да? Я воспитала его. У них там все по понятиям дома. в Так и хате. живут они на краю земли. Ей 77, ему 76. С ними 9 Но все равно, смотрите, им по сколько лет-то? А? Вот даже от такой жизни, по сколько им лет? Они, может, даже до сих пор живы. И что-то, кстати, ну, не похоже, что они там одни живут. Там, походу, ну, по-любому в деревне кто-то есть. собак. То ли охрана, то ли друзья. И в ближайшие годы, говорят, переезжать не собираются. Ну, дома-то есть еще. Че вы, блядь, чешете? Так. За 25 колымских лет были открыты около 900 лагерей. Сколько точно неизвестно. Лагеря разные. Маленькие командировки на несколько десятков человек и огромные лагерные пункты на несколько тысяч. Чё за Некоторые разруха? строили Бараки? основательно, даже из камня. Но чаще дерева. Мы строили лагерь себе. О, сами Так себе. все же мы строили с жердья. Из жердей строили бараки. Кого это обкладывали вообще? мхом. Самим Вот себе такие бараки строить мы бараки. сделали себе. И наверх тоже мох, жердье и мох. Дождь идет, мы не чувствуем. Дождь прошел, мы чувствуем. Уже мох напитался, и последующие 2 недели мы под дождем лежим, спим. Капец. И при всем этом никаких лекарств, если ты заболеешь. Никакой там скорой помощи, ничего. Скорее всего, никаких передач, ни хрена не было. В ковш экскаватора влезало около 40 ручных тачек, но техники в стране не хватало. Вместо экскаватора на Колыму было проще и дешевле пригнать несколько сотен рабов. Прикиньте. Средняя дневная норма – натаскать от карьера до
Тогда человеческая жизнь вообще не ценилась. Я не знаю, чем мы сейчас жалуемся, что хреново живем. А место промыва золота, так называемого прибора, 150 тачек грунта. И работали так, по 12-14 часов в сутки, годами. Как выглядит очередная партия золота, приготовленная к отправке? Сколько В золота. 1940 году на Колыме было добыто 80 тысяч килограммов чистого золота. 80 тонн. 80 Руками тонн. заключенных. Писец. Кровавое золото. Во время войны в 1944 году, накануне открытия Второго фронта, в Советский Союз прилетел вице-президент Соединенных Штатов Америки Генри Уоллес. Магадан, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, даже Шушенская. За кадром кинохроники осталась только поездка на колымские прииски. Нашим было важно убедить американца в платежеспособности СССР, в том, что мы можем рассчитаться за поставки по ленд-лизу. Запасы золота, дескать, на Колыме невероятные. Отсидевший к тому моменту уже 7 лет Павел Галицкий был одним из очень немногих ЗК, кому доверили участвовать в спектакле, специально поставленном для высокого американского гостя. Заранее снесли все вышки. Типа все нормально, Вот, это не зэки. запломбировали, с лагеря никого не выпускали. Только по списку там человек 20, которых надо было выпустить, в том числе и я. И как раз на трассе Маркбюро, где я работал, Машинское бюро, а напротив прибор, на котором должны показать, сколько у нас золота. 3 дня не снимали золото. За это время подготовили целую бригаду рабочих. Военизированную охрану одели. Короче, совочки, выпуск про золото. дали им тачки, натренировали. Начальник прииска был начальником прибора. Начальник прибора был съемщиком. Остальных никого нету. Все. Они как глянули. Есть такое лагерное понятие «гнать фуфло». Так вот, Уоллес на колымское фуфло по полной программе купился. И, уезжая, вице-президент Соединенных Штатов произнес по-русски, правда, по бумажке речь, в которой рекомендовал Америке равняться на Советский Союз. Соединенные Штаты должны понять, как надо индустриализировать свои северо-западные области. Самому Уоллесу этот визит скоро выйдет боком. Говорят, он не станет президентом Соединенных Штатов, главным образом потому, что слишком уж в своих высказываниях будет симпатизировать СССР. Коммунистов Уоллес сравнивал с христианскими мучениками. Вице-президент Соединенных Штатов Америки покидал Советский Союз. Так, а сегодня что у нас? Долги, да? Сегодня вдоль трассы Колыма нет ни одного лагеря. Остатки гигантского треста «Дальстрой» разбросаны по труднопроходимой тайге. До них не добраться, дорог почти нет. В Магаданском краеведческом музее хранится корявая деревянная звезда с лампочками. Вот вообще этот символ загорался тогда, когда заключенные выдавали план. Если плана не было, то электричество не горело, лампочки были потушены, символ был не освещен, и заключенные получали штрафную санкцию. Прикиньте. Как они ждали, чтобы загорелась эта Возле вахты лампа каждый день. стояли штабеля муки, крупы, сухого картофеля. Все это стояло. Вы понимаете, а мы норму не вырабатывали, нас не кормили. На нас привезли 1500 человек 8 октября. Представляете, так вот, загорится звезда сегодня, поедим. Не загорелась, пиздец. Все. Это, блин, вот это, конечно, да, жуть. Да, это вам тут не там. А к Новому году осталось 450 человек. Это вы представляете? Вот. Октябрь, ноябрь, декабрь. За 3 месяца 1000 человек ушло. Эта звезда из Магаданского музея 60 лет назад стояла здесь, на крыше главного барака рудника «Каньон». Сегодня «Каньон» — это едва ли не единственное место, где еще сохранились зэковские бараки. Ужас, страх. Блин, жуть вообще. Кстати, об этом никто не знает. С начала войны 3 года на Колыму не было никаких поставок с большой земли. Ни продуктов, ни одежды.
Что-то выращивали сами в совхозах, что-то получали из Америки по ленд-лизу. Остальное ЗК делали своими руками. Окно из пустых стеклянных банок. Класс. Живописная картина на обороте канадского мешка из-под муки. За граница нам поможет. Вот еще одно такое свидетельство. Эта лампа сделана руками заключенных. Знаете, из чего? Из банок Лопаты. с тушенкой, которые американцы поставляли по ленд-лизу в Советский Союз во время войны, и на Колыму в том склеили. числе. Мы эту лампу нашли на руднике Днепровский. Об этом лагере, о писателе Семене Веленском, который там 5 лет просидел, у нас будет отдельный рассказ в сериале. Днепровский был особый лагерь. Там сидели только политические заключенные. И если туда на беду попадал блатной, то они его жестоко били. Для профилактики. Для профилактики политические били. Климат блатные. здесь. Годовой перепад температур на Колыме почти 100 градусов. Летом за 30, зимой под минус 70. Обморожение, последующие ампутации пальцев, рук, ног. Вещи на Колыме повседневные, на которые никто не обращал внимания. Кикос. Секретные приказы запрещали начальникам приисков ставить политических ЗК на ответственные посты инженеров и бригадиров. Но начальники часто на эти приказы плевали. Такое мелкое неподчинение было куда безопаснее, чем невыполнение плана. Кроме драгметаллов, на Колыме добывали стратегические олово, кобальт и даже радиоактивный уран. С Колымой связано несколько мифов. Главный, что Колыма – это огромный концлагерь, где уничтожали инакомыслящих врагов народа. Исследования независимых историков говорят, подавляющее большинство на Колыме были бытовики и уголовники. Политических было около четверти от общего числа ЗК. Вообще, судя даже вот по тому приказу, который вот о создании нашего управления 1932 года от 1 апреля, что подписал Ягода о создании этого управления, даже по самому этому приказу просматривается, что это было чисто экономическое направление для развития вот богатейшего края, Колымского, богатейшего и безлюдного края. Ну, короче, добровольно никто не хотел туда ехать, зарабатывать деньги. И вот людей пачками туда за какую-то фигню просто отправляли, там, не знаю, попил пиво там не в том месте, там все, лев против подошел, бах, все, давай, езжай на 5 на Колыму ковырять. Что там? Секретно 287С об организации северо-восточного лагеря ОГПУ. В 1932 году в сроки и количествах, определяемых Дальстроем и сообщаемых ГУЛАГу не менее чем за месяц, выделить для вновь формируемого Севвостлага 16 тысяч вполне здоровых заключенных. Подпись зампред ОГПУ Егода. Вот ключевая фраза. 16 тысяч вполне здоровых заключенных. Здоровых. ОГПУ не интересовало, по каким статьям они осуждены. Главное, чтобы работали, были здоровые и молодые. Трэш. Завозили в наш край молодых, здоровых, сильных людей, в первую очередь, для добычи золота. А то, что они умирали здесь, это уже, никого скажем, не волновало. как другая страна. Павел Галицкий большую часть своего срока провел в обычных лагерях, рядом с бытовиками и уголовниками. Он видел, как ЗК калечили друг друга и даже убивали. Особенно жарко стало в конце 40-х, когда по остальному Союзу стали чистить лагеря от особо опасного элемента, и бандитов с гигантскими сроками сотнями свозили на Колыму. Именно вот лагерный бандитизм. Зэки жрут друг друга. Это всегда было и всегда будет. Он достиг таких масштабов, что среди заключенных шли массовые убийства. Приезжали вот такие убийцы. Один, например, имел по совокупности, ну вот пока он находился на Колыме, 323 года лагерей, если в совокупности взять. И на суде каждый раз он заявлял, а я убивал заключенных и буду убивать заключенных. После суда он убил еще 8 человек. Охренеть! И вот такой контингент поступил на Колыму. Понимаете, поэтому тут надо тоже этот момент понимать, что с одной стороны были люди невинно репрессированные, их было значительное количество, но вот эту с такими челами сидеть забывать нельзя. Какая разница между суками и блатными? Так. Блатной не имеет права работать нарядчиком. Имеет право работать только поваром. Да ладно. Бригадиром. Это все красные должности сейчас. Это сейчас тоже козлы. Вот. А сука может быть и вохрцем работать,
и старостой работать, понимаете, на любой работе. То есть воры поняли, что не работать нельзя, работать надо. Но надо работу полегче. Поэтому вот они изменили закон и разрешили блатным, значит, работать уже в таких вот ипостасях, понимаете? Изменили Это... понятие? Понятие изменили, да? Да, да. Это уже суки. И вот, значит, в одном лагере суки, в другом блатные. Вот, если дед. не встречаются, уже поножовщина. Варьё были хорошие люди. Собственно говоря, они... И главное, все грамотные. Все, кто на гитаре, кто на чем играет, кто поет. Вот какие-то самородки люди были. Вот я сейчас помню. Ну, это и сейчас так. Марченко, Цибуля, Сашка. Много вот они были из зэков талантливых варьё, людей. Заходишь в барак, у них там ковры на стенках и все. О, заходи. Они, заходи, чай пей, что хочешь. И кто-то тебя, допустим, обидел, только приди, скажи, все, накажут. Дяде Косте Сухову 83 года. 60 из них он на Колыме. Сел не за политику, а за... Сколько? 50? А нет, подождите, он на Колыме, может, живет, он не просидел. То, что 50. торговал сделанными матерью половичками. Не Дали может 7 такого лет за спекуляцию. Он выбрал свой, по его мнению, наиболее верный способ выживания в экстремальных условиях Колымы. Мы вот выходили там в шахту, мы могли спуститься, могли не спуститься. От нас никакой работы не было. Болтовал, короче. Такой, чтобы мы чем-то занимались. А в бригаде 40 человек. Так вот эти еще 30, они должны работать. А эти все люди были... Большинство западники, румыны, вот это вот на них и ехали. И они и дохли, я должен сказать. То есть вы выжили на их горбе, да? Мы выжили на их горбе. Да. Своя шкура дороже, как ни крути. Сколько же за 25 лет активной работы Колымы здесь побывало заключенных? Есть разные мнения, но, пожалуй, наиболее верное число таково. Около 900 тысяч. Подавляющее большинство – уголовники и бытовики. 11 тысяч здесь были расстреляны. Еще 130 тысяч умерли от голода, морозов и болезней. Самой страшной была цинга. Витаминов на Колыме не было совсем. Заболевшие цингой были обречены. Хлеб – иногда единственную лагерную еду. Им жевать было просто нечем. А я вам скажу, что было настроение даже, чтобы победить, чтобы Германия победила. В лагере было так. Сосновые иголочки сосали, чтобы не склеить ласты от цинги. Или Саповал еще пел, что-то такое. Настроение. Было такое настроение в лагере среди заключенных и контриков, и бытовиков, чтобы Германия победила. Потому что такого бардака терпеть уже невозможно было. Не в силах уже, не в силах. И с воли получали письма такие, что веселого мало. И были пораженческие настроения. Что-то у нас, смотрю, в России всегда никто недоволен тем, что происходит в нашей стране. Ну, когда 45-й год победили, тут, конечно, все радовались. Искренне? Искренне радовались. Павлу Калинковичу Галицкому в июне 2006 года исполнилось 95 лет. 15 из них он провел на Колыме. Дважды добавляли срок. В 42-м за то, что похвалил расстрелянного маршала Тухачевского, а в 47-м подставили банально и дали... Кто-то говорит, что там сейчас за репост что-то там могут посадить, еще что-то. Вот тоже. Раньше такая же фигня была. Кого-то похвалил, что-то где-то сказал, на, держи, чертежи. 10 лет за расхищение госимущества. По первым двум обвинениям Галицкий реабилитирован, а по бытовухе, по третьему, нет. Даже и не подавал на реабилитацию. Галицкий освободился в 52-м, и к нему сразу с 2 детьми приехала жена. Через год на Колыме родился 3-й ребенок, сын Коля. О проведенных в Дальстрое 1,5 десятках лет Павел Галицкий вспоминает каждый день. Но о том, что прошел через все это, он, бывший сталинский ЗК, не жалеет. Сегодня на всю Магаданскую область 1 следственный изолятор и 2 небольшие колонии общего режима и строгого режима. Минимум для региона.
Уже много десятков лет сюда не возят осужденных со всей страны. Ну да, И хороший. от той Колымы прежней, печально знаменитой, в сегодняшней Магаданской области уже ничего не осталось. Трэш-контент. Да уж, вот такие дела, ребятки. В общем, вот вам вчера, сегодня и сейчас, да, можно так назвать мои обзоры по этому поводу. То, что сейчас происходит, понятно, конечно, что имеет место быть всякая жесть, там, из серии Саратовской зоны, еще какие-то лагеря, где всякий беспредел. Но, блин, всегда, вот видите, есть чем сравнивать, посмотреть, что было раньше. Это, конечно, вообще трешак. Страшные кадры. Серьезно, ужас. Поэтому обязательно берегите себя и не дай бог никому попасть туда. Вот, ребята, лайк, подписка, все дела, мнения обязательно в комментариях пишите. Подписывайтесь на мои соцсети, ВК, Инстаграм, второй канал, Телеграм-канал, ТикТок. Все, короче, найдете в описании. Огромное спасибо всем спонсорам канала. И что еще хочу сказать вам? Скоро будут другие выпуски. Надеюсь, вам зашло. Давайте, с вами был Мишевый Плюшка. Увидимся.